Это очень важный вопрос, потому что многие из нас не различают, что такое плохие, то есть простые, и хорошие, то есть сложные углеводы. Часто те, кто из вас пробовали и читали диеты, очень часто пишется: не употребляйте в пищу углеводы. Углеводы – это плохо, углеводы – это нам наращивают только массу, все уходит у нас в жир, и от этого мы толстеем. Дорогие, правда, но и неправда. Очень часто мы углеводы просто воспринимаем как единое целое. Все углеводы – это плохо. Я вам попробую очень просто объяснить, что такое плохие, что такое хорошие углеводы. Плохие углеводы, иначе говоря, это простые углеводы, они состоят из одной или двух молекул сахара. Грубо говоря, я не буду вам рассказывать это с научной точки зрения, я вам расскажу простыми словами, чтобы вы поняли. Что это значит? Это значит, что такой углевод, попав в наш организм, очень быстро поступает в кровь. То есть из него очень быстро перерабатывается сахар, который потом циркулирует в нашем организме. Что это значит? Скорее всего, вы знаете, что наша поджелудочная железа производит такой гормон, как инсулин. Инсулин – это главный гормон, разносчик сахара по клеткам нашего организма. Если бы не было инсулина, в нашем организме постоянно циркулировал бы сахар, в конечном итоге мы бы заработали сахарный диабет. Скорее всего, об этом слышали, но если не слышали, повторюсь. Поэтому инсулин – это главный гормон, ответственный за то, чтобы разнести сахар по нашим клеткам и таким образом снизить уровень глюкозы в нашем организме. Но что происходит, если мы в больших количествах употребляем вот эти простые, плохие углеводы? Пример. Мы проснулись с утра, мы съели круассан или булочку. Круассан или булочку – это белая мука. Белая мука – это простые, плохие углеводы. Значит, эта булочка, попав в наш организм, очень быстро переваривается, и из нее выделяется глюкоза, сахар. Он плавает по нашему организму, наша поджелудочная железа производит гормон инсулин, который этот сахар, грубо говоря, собирает и разносит по клеткам. Инсулин подходит к нашей клетке, стучится в дверь и говорит: здравствуйте, я принес вам сахар, возьмите, пожалуйста. Наша клетка, как ворота, открывается, забирает этот сахар, инсулин выполнил свой долг, и наша поджелудочная железа успокаивается, так как весь сахар разнесен по организму. Все. В нашей крови циркулирует очень маленькое количество сахара, нужное нам для энергии. Но что же происходит, если через полчаса мы опять съедаем булочку? Не булочку, мы съедаем конфету. Конфета – это то же самое, обыкновенные, простые, плохие углеводы. Наша поджелудочная железа опять должна производить инсулин. И получается замкнутый круг. Производится инсулин, опять собирается сахар, опять подходим к клетке, клетка открывает дверь, берет сахар, опять, слава богу, поджелудочная железа как бы отдыхает, все, она устала, отдыхает, но она сделала свою работу, уровень сахара в организме упал, все замечательно, все люкс. Но мы-то идем по офису, а коллега-то ест печенье. Возьмем печенье и мы. Мы опять съели печенье. Бедная поджелудочная железа опять начинает производить гормон, опять начинает собирать сахар. Но что же происходит, дорогие, дальше? Тут самое интересное, она подходит к клетке, стучится, а клетка ворота не открывает. Она переполнена сахаром, у нее нет места, куда деть этот сахар, который мы опять съели. И клетка говорит: до свидания, мне тебя не нужно. В конечном итоге наша поджелудочная железа производит инсулин, производит, но некуда деть этот сахар, и он остается циркулировать в нашем организме. И что в конечном итоге получается? Получается, что мы заболеваем сахарным диабетом. Сначала это преддиабетное состояние, потом это диабет второго типа. И если мы вовремя не остановимся, нам грозит диабет первого типа. К сожалению, на сегодняшний день такой диабет лечить мы еще не умеем. Поэтому обратите внимание на этот момент. И еще важный момент, что у нас с течением времени появляется резистентность к инсулину. Это то, когда мы сахара съедаем больше, наша поджелудочная железа просто не успевает производить такого количества инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. И поэтому у нас
появляется резистентность к инсулину. И эту резистентность к инсулину, к радости нашей, мы еще на сегодняшний день сами, сбалансировав питание, вылечить сможем. Но мы должны понимать, что если мы будем так питаться и дальше, то это перерастет уже в более серьезные последствия. И там, к сожалению, уже без инъекции инсулина дополнительных извне мы уже сделать ничего не сможем. Поэтому обращаем внимание на плохие и хорошие углеводы. Сейчас, что такое плохие? Просто, грубо говоря, что такое плохие углеводы? Это вся белая мука. Это газированные напитки, которые производят энергетические напитки, соки и так далее. Это весь фастфуд, который мы употребляем. Это все булочки, макароны, это белый рис, это белый хлеб, это блины. Все это плохие, простые углеводы, которые для нашего организма табу. Они нам абсолютно не нужны. Что же такое сложные углеводы хорошие? Сложные хорошие углеводы – это такие углеводы, которые состоят из 2, иногда до 2000 молекул сахара. И что это значит? Это значит, что такой углевод, попав в наш организм, переваривается очень медленно. К примеру, овсяная каша, цельнозерновая овсяная каша. Съев такую кашу, это сложный, хороший углевод. Съев такую кашу, она в нашем организме переваривается, расщепляется очень медленно. И сахар в наш организм поступает постепенно. То есть сначала переваривается верхняя часть, оболочка нашей овсяной каши, поступает в организм чуть-чуть сахара. Наша поджелудочная железа чуть-чуть произвела инсулина, собрала этот сахар, разнесла по клеткам и отдыхает. Тогда переваривается следующая часть нашей овсяной каши. Опять поступило чуть-чуть сахара в организм. С этим наша поджелудочная железа может справиться. Мы даем, она производит чуть-чуть инсулина. Он опять же собрал сахар, разнес по нашим клеткам. И все, люкс. Таким образом у нас подъем сахара появляется в организме, проявляется постепенно. Такими как бы волнами небольшими. Поэтому наш организм прекрасно справляется с этой работой. И что самое главное, съев такую пищу, мы и энергию получаем постепенно. Мы не получаем всплеск энергии. Мы получаем постепенную энергию, и нам ее хватает на 2,5-3,5 часа для того, чтобы дождаться следующего приема пищи. Что такое хорошие сложные углеводы? Опять расскажу вам просто грубо, чтобы вы знали. Это все цельнозерновые каши. Это рис весь, кроме белого. Кроме белого, басмати, весь остальной рис прекрасно подходит. Это гречка, это каши, это макароны из цельнозерновых круп. Это черный хлеб из цельнозерновой муки. Цельнозерновая мука – это тоже сложный углевод. Поэтому примерно мы сейчас разобрались и понимаем, что такое сложные и что такое простые углеводы. Дорогие, если где-то что-то я объяснила неразборчиво, может быть, вы где-то что-то не поняли, или вы в пищу употребляете какой-то продукт и не знаете, это сложный или это простой углевод, пишите в комментариях, я обязательно прокомментирую.